Добрый день, друзья! Сегодня печем пасхальный кулич. Покажу вам максимально простой способ приготовления. Итак, в миску вбиваем 4 яйца и венчиком перемешиваем, разбиваем их, взбивать не нужно. Максимально упрощаем процесс приготовления, миксер не используем. Теперь к яйцам выливаем 250 мл молока, 125 грамм растопленного и полностью остывшего сливочного масла, а также 250 грамм сметаны. И соединяем все компоненты вместе при помощи венчика. Сметану берите жирностью 15-20%. Также в полученную смесь всыпаем 220 грамм сахара и по желанию добавляем ванилин или ванильный сахар. Не забываем, конечно же, про соль, ее нужно пол чайной ложки. И какие же куличи без ароматной лимонной цедры. Перемешиваем все уже ложкой. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. И теперь самое интересное. В просеянную муку добавляем сухие дрожжи. Соединяем их вместе и частями добавляем в тесто. Я использую быстродействующие сухие дрожжи, поэтому опару можно не делать и максимально упростить процесс приготовления куличей. Не бойтесь, на результат это не повлияет. Тесто очень хорошо поднимается, оно получается воздушное, как пух, мягкое и эластичное. Вместо сухих дрожжей можно взять и свежие, но тогда обязательно делайте опару. Вместо 8 грамм сухих дрожжей берем 25 грамм свежих. Когда добавили половину муки от общего указанного количества, в тесто кладем изюм, цукаты или орешки. Сегодня у меня куличи будут с изюмом. И посмотрите, какой он у меня крупный. Мне нравится, чтобы изюм хорошо чувствовался в готовом изделии, поэтому я стараюсь найти его большой и светлый. Изюм я не замачиваю в горячей воде, а просто промываю, обсушиваю бумажным полотенцем и добавляю к нему ложку муки. Мука помогает сделать изюм более рассыпчатым, что позволит избежать скопления изюминок в одном месте. Ну и теперь добавляем оставшуюся муку. В итоге у меня ушло 800 грамм муки. Но, как вы знаете, мука вся разная, поэтому ориентируйтесь на консистенцию теста. Оно должно немного прилипать к рукам и быть очень мягким. Добавляйте муки не больше, чем 900 грамм. И я советую замешивать тесто в перчатках, так намного удобнее. Хорошо вымешанное тесто накрываем тонким полотенцем или пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на подъем ориентировочно на час-час 20. Когда тесто увеличилось в размере, руки обязательно смазываем растительным маслом, чтобы оно не прилипало к пальцам. Посмотрите, какое тесто воздушное и мягкое. Обминаем его и по необходимости повторно смазываем руки маслом. Выпекать куличи я буду в бумажных формах на 11 см. Смазывать их маслом не нужно, а вот если вы будете выпекать в силиконовых или металлических, желательно формы смазать. Из данного количества теста получается 4-5 куличей. Итак, отщипываем кусочек теста, округляем его и перекладываем в форму. Заполняем формы тестом наполовину. Я в 2 формы положила тесто чуть больше, и при выпечке они получились с очень большой шапочкой. Накрываем формы с тестом полотенцем и оставляем на 30-40 минут подходить. Тесто должно очень хорошо вырасти. Посмотрите, как шикарно поднялось тесто. Куличи ставим выпекаться в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 40 минут. Если вы увидите, что куличи у вас сверху сильно подрумянились, но время приготовления еще не вышло, накройте их фольгой либо влажным пергаментом и спокойно их допекайте. Ну а готовность куличей я советую всегда проверять деревянной шпажкой. На выходе она должна быть сухая и чистая. Куличи готовы, достаем их из духовки и даем полностью остыть, накрыв полотенцем. Глазурь я делала уже на следующий день, так как куличи выпекала поздно вечером. Смотрите, здесь у меня 2 белка, добавляю к ним щепотку соли и взбиваю до образования мягкой пены. И только после этого начинаю частями всыпать сахар, каждый раз хорошо взбивая. На 2 белка нужно 100 грамм сахара. Именно такая пропорция белка и сахара мне очень нравится, так как глазурь сверху немного подсыхает, но все равно остается мягкой, она не хрустит и при разрезании не трескается. Когда всыпали весь сахар и белки стали плотными, добавляем несколько капель лимонного сока или несколько гранул лимонной кислоты
и взбиваем еще глазурь в течение нескольких секунд. Она получается глянцевая и очень воздушная. Когда у меня вчера куличи остыли, я их сверху накрыла еще пакетами, чтобы верх не заветривался. Посмотрите, какие они мягкие. Мягкие везде, и сбоку, и сверху. Украшать куличи сегодня я буду красивой сахарной посыпкой. Но мне еще нравится из декора использовать зефирки, орешки, как измельченные, так и крупные, и кокосовую стружку. Я сняла форму, чтобы вам показать, какой получился кулич, но вы не вытаскивайте их из бумажных форм до подачи на стол, чтобы они не подсыхали. Глазурь обычно я наношу либо силиконовой лопаткой, либо ложкой большим слоем. Как я уже говорила, глазурь подсыхает сверху, но при этом остается очень мягкой. Вот такие куличики получились у меня в этом году. Ну что же, давайте разрежем кулич и посмотрим, какой он внутри. Смотрите, кулич пористый, очень мягкий, много изюма. Также он получается в меру сладкий, ароматный и безумно вкусный. Кулич остается свежим и мягким на протяжении нескольких дней, а когда откусываешь кусочек, сразу вспоминается вкус детства. Пробуйте обязательно, я уверена, что вам тоже очень понравится. Желаю вам прекрасного настроения, мира, добра и всех поздравляю с праздником Светлой Пасхи. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».